Приветствую, друзья! Под практически повальный интерес к планарным внутриканальным наушникам свое собственное решение представила и довольно известная в кругах меломанов компания ТРН. Достоинства здесь можно вынести еще больше, чем был 7 Гц Timeless планарный излучатель, удобную в шумных местах закрытую конструкцию, кабель со сменными головками под все популярные виды разъемов и целых 3 пары накручивающихся фильтров для постройки под конкретно ваши вкусовые пристрастия. Просто сверхинтересно, а главное очень недорогое, как для планаров, решение. Собственно, друзья, поехали! Пришла модель в строго оформленной картонной коробке с изображением наушников крупным планом и подробной схемой их внутреннего устройства. Из характеристик отметим планарный излучатель диаметром 14,5 мм, импеданс 32 Ом и чувствительность 106 дБ. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, вот такой вот металлический круглый бокс, переходник с 3,5 на 6,35 мм, 2 сменных штекера на кабель, это балансные 2,5 и 4,4 мм, металлическую такую подставку под фильтры, парочку пенок и 2 набора силиконовых амбушюр разного цвета и размера. Диаметр отверстия у них, кстати, примерно одинаковый. Кабель выглядит неплохо, витой, гибкий, с довольно плотными заушинами с термоусадки и соединением на вилочных QDC-коннекторах 0,78 мм. Для смены головок придется немного приложить силу, в остальном же все предусмотрели. Треугольник должен указывать на точку, а само соединение происходит с приятным таким щелчком. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,250 Ом, причем на каждой из имеющихся жил. Очень хороший, а главное универсальный кабель. Сами чашечки довольно габаритные, ну а какие еще могут быть варианты с излучателем на 14,5 мм? Материал со всех сторон металл, с внутренней части имеем ряд компенсационных отверстий и звуковод, представляющие себя те самые накручивающиеся фильтры. Всего таковых 3, отличаются они по длине, диаметру входного отверстия и нанесенной перфорации. Производитель их обозначил как прозрачные, референсные и атмосферные. Собственно, примерно так они и звучат. С внешней же части находится позолоченный кант с серией маленьких декоративных отверстий. Сама же конструкция у модели закрытая. Сели они прекрасно, звукоизоляция в норме. В общем, друзья, я доволен. Вот так вот это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас практически эталонный по длине импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,5%, что реально очень здорово. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 96 миллисекунд, причем без каких-либо возмущений. Разница между амбушюрами, как видите, почти отсутствует. Черные, зеленые фильтры дают примерно одинаковую картину, лишь слегка акцентируя пики в случае прозрачных. А вот красные атмосферные меняют практически весь частотный баланс, смещая влево область разборчивости, уменьшая амплитуду на 5,8 кГц и при этом оставляя все акценты выше 12 кГц. Мне же больше всего понравилась связка с референсными фильтрами, так что подробно мы остановимся именно на них. Здесь мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с плавным заходом на середину, почти хармоновское выделение области разборчивости, пик на 5 кГц для имитации ушной раковины, классический уже пик для усиления резкости звучания и много мелких акцентов на частотах выше 12 кГц. В случае планарных излучателей это считается оправданным из-за относительной линейности и тембрально красивых послезвучий. С графиками от производителя мои совпали с точностью до глубины посадки амбушюр в измерительном стенде, то есть довольно-таки точно. Главное, что обязательно нужно озвучить касательно данной модели, что она очень требовательна к возможностям источника. Разнообразные слабомощные плееры, аналоговые выходы смартфона или планшета, а также базового уровня мобильные ЦАПы сразу отметаются. Я их гонял на стационарной связке из SMSL DO100 с усилителем для наушников HO100, и тут пришлось переключить на высокий гейн. Из мобильных же решений неплохо их прокачал Moondrop Dawn, но там вообще нескромные 200
230 милливатт на 32 Ома нагрузки. То есть к чему попало их подцепить, увы, друзья, не получится. И вот здесь очень, кстати, оказывается балансный штекер. В простеньком Atom Mini, кстати, громкости мне показалось достаточно, однако сам звук был каким-то хлипким. То есть наушники он, очевидно, тянул, но раскачать их не мог. Тот же самый эффект я наблюдал и в своем аудиоинтерфейсе Moto M4. А вот SAP XDU Link первой ревизии, несмотря на скромную выходную мощность, справился с наушниками на твердую троечку. То есть это уже вполне, друзья, можно слушать, хотя и далеко до полного раскрытия их потенциала. По своему же характеру Kirin мне показались довольно нейтральными, с аккуратно очерченными тембрами, прекрасной динамикой, но весьма сдержанной выразительностью, умеренной эмоциональностью и легким уклоном в мелодичность, чем очень напомнили Moondrop Kata и Z-Creal Airship. Модель, очевидно, не для тех, кто любит в меру сладкий, обаятельный вокал или полное погружение в музыку, отчего тот самый вау-эффект наушники вряд ли у вас вызовут. Да, чистенько, жирненько, прямо супер технично и просто сверхподробно, однако магии, как 7 Гц Timeless или Rapt Go Hook X, тут не происходит. Впрочем, это уже все вкусовые моменты. При сравнении лоб в лоб с чисто динамическими T-Audio Elixir, последние прямо притягивают своей сочностью, объемом и подчеркнутой музыкальностью. Хотя, как вы помните, они тоже такие немного сухие по подаче. BJP Tank Character, очевидно, резче, чище, музыкальнее, но на мой вкус заметно тоньше на середине. По массе средних частот Kirin вот прямо эталон, не больше и не меньше, чем нужно. Перебор амбушюр привносит небольшое разнообразие, так с черными проявляется больше баса, но сам звук становится проще. Прозрачные фильтры сделали звучание еще резче и детальнее, хотя, казалось бы, куда уж больше, но, думаю, и на такой тюнинг найдутся свои ценители. Референсные на их фоне куда мелодичнее и мягче, что лучше всего подошло под мои вкусовые пристрастия. Установка же атмосферных фильтров странно выпячивает середину и самый верх диапазона, отводя все остальное на второй план. Очень спорное решение, даже не представляю, какую цель оно преследует. То есть, по факту, мы остаемся в базовых насадках и с уже установленными из коробки зелеными фильтрами. Хорошо, что дали поиграться, однако прямо вот чего-то интересного я в этом, друзья, не увидел. Скорее, это лишь указало на то, какая шикарная настройка идет у нас из коробки. Разбивая по частотам, бас здесь собранный, текстурный, без сильного ухода в саб-составляющую, но глубины вполне достаточно. Серединка, как я уже упоминал, чуть теплая, с хорошей массой, однако суховатая и без привычного многим ощущения объема. Впрочем, это свойственно почти всем планарным решениям. Зато высокие нам дополнительно подсветили на самых верхах, что создало эффект протяженности и большего охвата материала. Хотя сами они тоже суховатые и не дают таких бархатных шлейфах, как было в Rapt Go Hook X. Но там основной акцент был именно на высоких, а в Kirin мы получаем правильно сбалансированный звук, без лишнего баса или же яркости. Безусловно, радует, что нигде ничего не вылазит, нет каких-то спорных пиков и искажений, но вот если честно, слушать тут джаз, этническую, академическую или же оркестровую музыку совсем не хочется. Играет все очень круто, но как-то вот без огонька. То есть для музыкантов и тем более тех, кто делает черновой мастеринг или сведения в наушниках, модель просто сказка. А с точки зрения опытного меломана, маловато эмоций и, наверное, тембрального объема. По крайней мере, для вокального джаза, на мой вкус, все слишком просто и плоско. В оркестровой же музыке сразу отмечаешь, насколько все подробно и точно спозиционировано, но опять-таки довольно пресно. Но если взять что-то электронное или тем более электрическое, то наушники мгновенно раскроются, причем сделают это в полную силу, подчеркивая просто тотальное по уровню разделение, четкость, драйв и дичайше подробную прорисовку даже в самых сложных моментах. Любители металла, старого грязного блюза, рока или чего-то агрессивного из электроники, уверен, останутся в полнейшем восторге. Если вам по сердцу нейтральность, небольшая сухость, но максимальный драйв и тотальный уровень прорисовки, то это однозначно, друзья, ваш выбор. Планарный звук, как говорится, в своем классическом проявлении. В сравнении с другими же планарными наушниками 7 Гц Timeless были куда скромнее по массе средних частот, а Rapt Go Hook X акцентировали нас на своих шлейфах и затуханиях, немного маскируя тем самым весь остальной диапазон. То есть у всего, как вы поняли, есть свои достоинства и недостатки. Очевидного лидера среди них
нет. Из сильных сторон Kirin я бы отметил хорошую массу и баланс, а из слабых, в отличие от конкурентов, наушники не пытаются нас удивить или завлечь чем-то эдаким. Они как бы говорят: хороший подробный звук — это к нам, ну а развлекать и веселить себя вы можете при помощи подбора музыки, что, откровенно говоря, требует некоторого опыта от слушателя. А вообще я считаю, что до планарных наушников нужно еще дорасти, какое-то время послушав чисто динамические и разнообразные гибридные решения. Итогом, планарные внутриканальные наушники TRN Kirin лично меня порадовали своей очень удобной посадкой, крутейшим модульным кабелем, неплохим подбором насадок и возможностью поиграть в тюнинг звука при помощи накручивающихся фильтров. Но именно вот чтобы поиграть. В минусы же можно вынести не сильно глубокий бас и довольно серьезные требования к усилительной части источника. Громкости-то может и хватить, но вот полностью раскрыть их потенциал сможет далеко не каждый девайс, имейте это в виду. По подаче же у нас очень техничный, подробный, массивный, чуть теплый звук, любящий всяческие скоростные электрические или даже электронные жанры. Для акустики, как по мне, все слишком сухо и нейтрально. Пуститься в пляс от таких наушников совсем не хочется. Скорее внимательно и размеренно слушать, подмечая всяческие мелкие нюансы и оттенки в передаче материала. Для своей цены модель, на мой взгляд, просто шикарная. Планары, вот как они есть, вполне, друзья, могу рекомендовать. Я лично их оценил. А на этом у меня все. Это были планарные наушники TRN Kirin. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайки, присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Собственно, пока.